Вітаю вас! Я Світлана і ви знову в моєму саду. Сегодня расскажу вам за 10 минут, как сформировать штамп гортензии из маленькой веточки. Коротко и понятно. Весной и летом я снимала несколько видео и поэтапно рассказывала вам, как сформировать штамбы гортензий. Сегодня в одном видео все сразу мы увидим. Гортензия из веточки становится деревцем. На примере гортензии моей Фантом и гортензии Skyfall. Сразу скажу, что штамбовые формы экономят место, пространство в нашем саду. И штамбовые розы, и штамбовые гортензии. Поэтому мы их немножко приподнимаем над землей, а внизу может быть газон или цветы. Единственное, что в моем саду нет штамбовых форм хвойных. Мне кажется, это немножко противоречит их природной форме хвойных растений. Поэтому только лиственные у меня в саду. Вот это первая гортензия Фантом. Это мой черенок за один год прошлый, уже почти позапрошлый сезон, 22 год, наросла вот такая веточка. Это видео начала мая. На ней несколько почек уже набухло. Совсем тоненькие веточки я вырезала у основания и оставила вот такую одну веточку. Мы ее привязываем к опоре. У меня спрашивали, как сделать штамп ровный. С самого начала фиксируйте ее. У меня один раз, но она ровненькая. Но желательно 2 или 3 раза по высоте к опоре ее закрепить. Никакие почки пока не удаляем. Наблюдаем, какие веточки проснутся вверху, внизу, а потом уже будем нормировать побеги. Вот сейчас видно, вот это даже апрель месяц, еще нигде нет никаких цветов. Прошло недели 2, и у нас наши росточки пошли в рост. Их больше, чем надо. Я вам сразу скажу, что самые нижние мы будем обламывать. Я пыталась укоренить, но черенкование почкой у меня не очень получается. Я все свои гортензии черенкую с ивой способом. В январе месяце, кстати, начнем вместе с вами черенковать. Так, значит, мы нормируем побеги. Самые нижние, видите, проснулись почки рядов, наверное, 8. Мы пообламывали, оставили самые крепкие. Я оставила 3 яруса. 3 яруса веток. 1, 2, 3, 4, 5, 6 веточек. Все правильно. Чтобы у нас вот такое маленькое деревце уже крону сформировало. Опору держим пока одну. Видите, тут уже в 2 местах она зафиксирована, чтобы искривление поверху не пошло кроны. Ну, надо было сразу в 2 местах. Это гортензия Фантом. Будет мощным большим деревом. Ей сразу оставляйте много места. Но, в принципе, гортензии пересадку хорошо переносят. Я пересаживаю в основном осенью. Когда уже листва опадает, тогда пересаживаю большинство своих растений. Прошло примерно недели 3-4. Это уже начало июля. И гортензия Фантом свои соцветия нам стала показывать. У меня есть обзор сорта Фантома. Какое у нее соцветие, какая листва. Я, кстати, очень сомневалась, Фантом это или нет. Но когда она цветы показала, все стало понятно. Я оставлю ссылки на видео про гортензии и про формировку штамбов последовательно, как я весной снимала в конце этого видео. Дальше что мы делаем? Мы поменяли опору. Я поменяла опору, видите? Поставила уже
2 или 3 арматурины. Но это такая самодельная простая опора. В этом году я буду менять. Мы сварим уже такую же, как и для больших штамбовых форм моих опору. Я вам покажу, какую буду сюда ставить. За этот сезон гортензия наросла хорошо. А тут я ставила 3 опоры и колечко. То есть мы держим саму шапку гортензии, чтобы она под ветром не поломала нам будущие скелетные ветви. Майя траву кушает, бегает тут мне вокруг этого дерева. Места тут у меня, видите, предостаточно будущей большой кроне. Постепенно гортензия набирает свои соцветия, и мы совсем скоро будем любоваться многоцветностью фантома. У фантома соцветия играют всеми красками. И салатовый, и розовый. Опору постепенно приподнимаем вместе с ростом ветвей. Они уже одревесневели. Немножко все-таки кривоватый штамп. За все это время не забываем от клещей обрабатывать, как и все гортензии. Подкармливала я ее только один раз весной, когда только решила, это будет мой штамп. Штамп тут небольшой, всего 40 сантиметров. Я вам говорила, что не бойтесь делать маленький ствол у гортензии. Не обязательно метр или метр 20 гнаться за высотой дерева. Будет многоствольное с меньшей высоты, но оно крепче, оно не поломается. Все зависит от того, конечно, какую ветвь вы оставите. Еще раз напоминаю, что этот штамп формированный из одной маленькой веточки высотой 42 сантиметра, по-моему, там было. У меня таких гортензий на небольшом штамбе уже несколько, поэтому я не переживала по поводу того, что она такая низенькая. У меня Limelight, хорошее дерево, уже 3,5 года, распушилось, раскустилось, и видно, что этот штамп имеет место быть, такой маленький. У меня есть и метровые штамбы, конечно, выше приподнятые, но в этом месте мне предостаточно было и такого штамба. Ну и вот этот фантом, смотрите, как играет красками, красивыми розовыми, салатовыми. У фантома слегка душистые соцветия, потому что есть фертильные цветы. Ствол постепенно утолщается, тут уже видно, что не хватает ему опоры. Соцветия, я их постоянно ходила, поправляла. Опору, повторяю еще раз, буду ставить крепкую на новый сезон. Осенью я просто обрезала соцветие и сейчас оставила всего одну палочку опору. Ветром ее уже не поломает, и будет она на следующий сезон у нас просто ровненькая, крепкая. Ствол утолщается постепенно, у фантома он будет больше, чем запястье. Ну а второй свой штамп, у меня вообще штампов около 11 штук, по-моему, надо посчитать. И из новых черенков полярного медведя еще штук 7 штамбов получится. Там, смотрю, веточки разной высоты, 50 и 40 сантиметров. Красивые будут штамбы из полярного медведя. А это тоже мой кустик черенкованный. И опять я думала, гадала, что это за сорт. Когда расцвела, удостоверилась, что это Skyfall гортензия. Но тут она у меня сформирована немножко другим способом. Этот куст уже 3-й год нарастал просто кустом. И у гортензий часто, акцентирую на это внимание, только на 2-й или на 3-й год у молодых кустиков. Если вы покупаете совсем там 3 тонюсеньких веточки. Так вот, какое это? Я посмотрела, что выстрелила одной крепкой веткой. Можно было сразу обрезать нижние вон те соцветия, а вот этот ствол с соцветиями оставить. Но я решила поступить по-другому. Вот эти нижние, тут хорошо видно
веточки я оставила, присыпала землей. У меня есть видео, как я поделила, просто этот куст поделила на 2 или даже там 3 кустика вот этих нижних получился, и остался штамп. То есть срезала. Можно посмотреть, как я делила эту гортензию. И этот штамп, высота у него уже 67 сантиметров. Он уже довольно высокий. Но ну, тут и видно, что гортензия выше, возле лавочки стоит. Будем наблюдать, как вот эта кучерявая красотка Skyfall, у нее гиацинтовые цветы, будет показывать свою красоту в этом сезоне. Что вы можете сделать сейчас? Прямо сейчас зимой, когда вы смотрите это видео. Перед Новым годом, после Нового года мы все строим планы, что сажать, пересаживать. Пройдите по саду и посмотрите, из какой гортензии у вас может получиться на следующий сезон красивый штамп. То есть, если совсем тоненькие веточки, а одна крепкая, те тоненькие весной, когда уже будет стабильный плюс, плюс 3, плюс 5, вырежите самые тоненькие, оставьте самую крепкую. Если у вас несколько крепких веточек, можно присыпать у основания. Сделайте так, и у вас получится только год еще задержка. Несколько кустиков и 1 штамп. На штампе надо оставлять только верхние 2-3 яруса почек. Не забывайте, нижние все надо выламывать. Ну, вот вам маленькое задание на ближайшие холодные дни, где вы себе захотите штамп, чтобы внизу оставалось место для тех же петуний или для других цветов. И будет у вас деревце цветущее гортензии на штамбе. Это невероятно красиво. На сегодня у меня все. Задавайте по штамбовым формам вопросы по гортензиям. Да можете и по всем гортензиям задавать. Еще раз повторяю, что в январе я вам покажу, как черенкую гортензии с ивой. Будем вместе черенковать, кому надо. Много черенков в этом году я делать не буду, как в прошлом, я не знала, куда их деть. А нужных мне сортов нарезала уже веточек, их положила в прохладное место. И через недельку, через 2 начнем. Всего хорошего!